Секретный посредник, публичный ответ на письмо и жесткий отказ. Путин сам рассказал то, о чем Зеленский предпочел бы молчать. Трамп объявил, что с Ираном покончено, а Куба – следующая остановка на обратном пути. Пленные просто вернулись домой. Самая тихая новость дня, которая на самом деле громче всех. Приветствую, друзья! Канал Медиашот, новости без фильтров и без воды. Александр снова на связи. Лайк, подписка и начинаем. Путин прокомментировал письмо Зеленского публично. Оценка короткая. Документ деструктивный с элементами личных выпадов. Киев зачем-то затронул тему возраста российского лидера. Путин отреагировал спокойно. Первое, он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность. По сути, попытка задеть не сработала. В политике возраст не аргумент. Аргумент – результат. И пока одна сторона считает чужие годы, другая считает километры продвижения на карте. Дальше – легитимность. Путин напомнил простую вещь. Власть вне Конституции называется узурпацией. Это не политическая дискуссия, это уголовное преступление. Формулировка жесткая, адресат понятен. На выборы надо идти. Надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. Выборов не было, срок истек. И каждый раз, когда Киев поднимает тему легитимности Москвы, Москва возвращает этот вопрос обратно, с процентами. Отдельный пункт письма вызвал у Путина искреннее недоумение. Зеленский предложил искать гарантов безопасности исключительно в Европе, фактически вычеркнув Вашингтон из процесса. Логика странная. Оружие, деньги, разведку у американцев. А места за столом переговоров нет. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Как вы думаете, чего хотел добиться Зеленский этим письмом? Напишите свое мнение в комментариях. Путин добавил с иронией. Мировая общественность уже наблюдала, как Трамп публично работал с автором этого письма. Указывал на дресс-код прямо в овальном кабинете. Сцена, которую видел весь мир. Пожелал американскому коллеге продолжать эту полезную работу. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Теперь главное – то, о чем не писали сводки. Путин раскрыл детали секретного канала связи. Примерно 3 недели назад один из крупных российских бизнесменов получил приглашение в Киев. Тема – межгосударственные отношения. Путин не стал блокировать поездку. Пусть едет, пусть слушает. Посредник вернулся и передал личную просьбу Зеленского о встрече на высшем уровне. Тихо, без камер, без заявлений. Кремль ответил отказом. Все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Позиция четкая. Встреча ради паузы в наступлении – не формат. Минские соглашения уже показали, чем заканчиваются договоренности на 3 месяца. Европейские лидеры сами признали, то перемирие использовалось для перевооружения. Наступать на те же грабли Москва не намерена. Финальную точку поставил удар по общежитию колледжа в Луганске. Он случился сразу после возвращения посредника. Не через неделю, не через месяц. Сразу. После этого говорить стало ни о чем и не с кем. Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе.
Вывод Москвы простой. Такие письма пишут не для того, чтобы договориться. Их пишут, чтобы договориться было невозможно. И содержательный ответ на такую политику не дипломатический. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. Трамп выступал перед фермерами в Висконсине. Казалось бы, внутренняя повестка, сельское хозяйство, своя аудитория. Но именно там американский президент сделал несколько заявлений, которые мгновенно разлетелись по всем мировым сводкам. Трамп не выбирает площадку для громких слов. Он просто говорит, и мир слушает. Главная тема – Иран. Трамп объявил, ядерная угроза ликвидирована, военно-морские силы Тегерана уничтожены. Говорил без оберток, просто назвал цифры. Нам пришлось обезвредить ядерное оружие, боеспособное ядерное. Это была бы очень боеспособная страна с огромным ядерным потенциалом, но мы этого не допустили. Никто этого не хотел. И мы в основном с этим справились. Вот увидите. Так или иначе, с этим покончено. Либо мы покончили с этим с помощью бумаги, либо более сложным способом, хотя можно сказать, что это было гораздо проще. Как вы знаете, у Ирана нет военно-морского флота. 159 кораблей за 4 дня. Нам это не нравится, но так уж вышло. А блокада просто невероятная. Такой блокады еще не было. 159 кораблей на дне за 4 дня. Если эти цифры соответствуют реальности, это не операция, это разгром, полный и окончательный. Иран десятилетиями строил региональную военную машину, и за 4 дня ее не стало. Трамп говорит об этом буднично, как о решенном вопросе. Развязка, по его словам, наступит в ближайшее время. Либо подписание соглашения, либо продолжение в том же духе. Причем второй вариант Трамп назвал более легким путем. Это не оговорка, это послание Тегерану. Мы подошли к тому моменту, когда очень быстро выйдем из Ирана, и это будет очень сильно, так или иначе. Независимо от того, будет ли это часть из бумаги или очень жестким способом, хорошо? Самый трудный путь – это, возможно, самый легкий путь. Но Иран не единственная тема. Журналисты спросили про Кубу, и здесь Трамп был предельно откровенен. Назвал остров несостоявшимся государством, объяснил механику коллапса. Венесуэла годами держала гавану на финансовом и нефтяном довольствии. Теперь этого потока нет. Слушайте, это несостоявшееся государство. Без Венесуэлы, понимаете, без Венесуэлы, потому что у нее такие богатства под землей, в основном под землей. Но Венесуэла годами заботилась о них, а они заботились о Венесуэле. Они были как телохранители, когда мы вторглись в их страну. Венесуэльцы охраняли Мадуро и всех остальных. В основном, я имею в виду, что в том случае охраняли кубинцы, они были хорошими солдатами. Но страна голодает, у нее нет энергии. Нет нефти, нет денег, ничего нет. Экономика острова фактически уже рухнула. Трамп сказал это прямо, без дипломатических оговорок. А дальше прозвучала фраза, которая требует отдельного внимания. Она как бы рухнула. И мы займемся этим, как только закончим. Я предпочитаю делать что-то одно за раз. И мы займемся Исламской Республикой Иран. И как только мы с этим разберемся, на обратном пути мы просто сделаем небольшую остановку. Мы позаботимся об этом. Короткая остановка на обратном пути – это не метафора. Это план. Вашингтон уже обозначил последовательность. Сначала Иран, потом Куба. Трамп уточнил. Дело не только в идеологии, дело в деньгах. Венесуэльская нефть перестала поступать, и режим остался без кислорода. Разница в том, что теперь у них нет притока денег. А раньше они получали много денег из Венесуэлы. У них нет притока денег. Раньше они получали нефть, получали деньги. Но мы позаботимся о Кубе. Финал про планы на будущее Кубы. Трамп говорит о смене режима открытым текстом. Никаких намеков, никакой дипломатической упаковки, избавиться от руководства, открыть остров для американских инвестиций, позволить диаспоре вернуться. Я думаю, нам нужно избавиться от этого режима. Он был очень жестоким, очень отвратительным. Но мы будем хорошо относиться к Кубе и позволим нашим людям вернуться и инвестировать в Кубу, если они захотят. Так что у нас есть несколько очень хороших планов в отношении Кубы.
Отдельная деталь. Кубинская диаспора во Флориде – это не просто голоса на выборах, это деньги, влияние и политический капитал. Трамп сам называл цифру поддержки 95%. Такую аудиторию не игнорируют, ей говорят то, что она хочет услышать. Но в этот раз слова звучат уже как конкретный план действий, а не предвыборная риторика. 5 июня. 75-й обмен военнопленными. Формула простая. 185/185. Без лишних слов, без пресс-конференций, без победных заявлений. Просто люди пересекли черту и оказались на своей стороне. На украинскую сторону вернулись 185 военнослужащих и 1 гражданский. Пехотинцы, морпехи, десантники, бойцы теробороны, нацгвардейцы. Большинство провели в плену с 2022 года. 3 года. Есть среди них и защитники Мариуполя, те, кто держался до последнего. Посредниками выступили американцы и Эмираты. 2 страны, которые публично находятся по разные стороны многих конфликтов, но в этом вопросе работают вместе. Это само по себе показательно. Когда политики спорят на трибунах, дипломаты тихо делают свое дело. Российские военные сейчас в Белоруссии. Медицинская помощь, психологическая реабилитация и потом домой. Маршрут понятный. Для многих из них это первый нормальный сон за несколько лет. И вот что важно понять. Идут переговоры или нет, обмены продолжаются. Путин отказал в личной встрече. Зеленский пишет письма с выпадами. Трамп занят Ираном и Кубой. А в это время 2 стороны находят способ договориться хотя бы об одном – вернуть своих людей домой. Это не мир, но это и не полный разрыв. Это тонкая нить, которая пока держится. И пока она держится, значит, какой-то канал связи все еще работает. Скажите в комментариях, как думаете, обмены продолжатся, если переговорный процесс окончательно зайдет в тупик? Или именно они и есть последний реальный контакт между 2 сторонами? Итак, 3 новости и отказы от диалога в разных формах. Путин сказал армии «работайте», и это красноречивее любого дипломатического заявления. Трамп уже смотрит дальше Ирана, и у него есть список. А где-то между всем этим люди просто вернулись домой. Тихо, без камер, и это, пожалуй, единственное, что сегодня произошло без политики. Иран, Куба, Украина, секретные посредники – все это части одной картины, которая складывается прямо сейчас. Следим дальше. Пишите в комментариях, что из сегодняшнего выпуска зацепило больше всего. Я читаю все. Подписка и лайк. С вами был Александр. Скоро увидимся. Всем пока.